Австралия откажет президенту Российской Федерации Владимиру Путину в визите на саммит стран Большой Двадцатки, который состоится в ноябре этого года, если подтвердится причастность России к убийству почти 300 людей, летевших на лайнере Boeing 777 малайзийских авиалиний. Премьер-министр Австралии Тони Аббот требует от России полностью поддержать объективное расследование трагедии. Все признаки сейчас четко указывают на то, что самолет был сбит с территории, которую контролируют пророссийские боевики, из оружия, предоставленного Россией. На борту сбитого самолета находилось 28 австралийцев. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в уничтожении лайнера обвинил сепаратистов, а также резко раскритиковал Россию. Москва сейчас имеет, наверное, последний шанс показать, что она действительно серьезно заинтересована в решении конфликта. Мы должны остерегаться, что сепаратисты и сейчас, после ужасной катастрофы самолета MH17, не соблюдают фундаментальных правил цивилизованного мира. Это шокирующе и возмутительно одновременно. Президент США Барак Обама призвал все стороны прекратить боевые действия на территории, где проводится расследование причин катастрофы авиалайнера. Есть подтверждение о попадании в самолет зенитной ракеты класса «Земля-воздух» с территории, которую контролируют сепаратисты. Если Россия будет поддерживать боевиков, то у нас есть возможность увеличить санкции и другие рычаги влияния. Не для того, чтобы нанести вред России, а чтобы поддерживать территориальную целостность Украины. Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс подчеркнул, что его первый приоритет – вернуть людей домой, чтобы их семьи смогли их похоронить. Мы шокированы новостями о том, что тела могут перемещать с места на место. Люди разъярены тем, что они слышат. Как только мы получим доказательства, мы не остановимся, пока виновные в этом не предстанут перед судом. Речь идет не только о тех, кто нажал на курок, но и о тех, кто сделал это возможным. На борту авиалайнера находилось 192 гражданина Нидерландов. Великобритания, которая потеряла в этой трагедии 10 своих граждан, инициировала заседание Совета Безопасности ООН. Представитель Объединенного Королевства Марк Лайт Грант призвал Россию прекратить поддержку террористов на востоке Украины и способствовать восстановлению мира в регионе. Мы призываем Россию подумать над той ситуацией, которую она создала. Мы настоятельно призываем положить конец политике поддержки сепаратистских вооруженных групп и насильственных действий по дестабилизации ситуации в соседней стране, что ведет лишь к ухудшению экономической и социальной ситуации. Российский представитель в Совбезе ООН Виталий Чуркин традиционно разглагольствовал о карательной операции и не нашел поддержки среди остальных членов Совета Безопасности ООН. Карательную операцию на востоке Украины необходимо прекратить незамедлительно. Переговорный выход из кризиса еще возможен. Надо, наконец, сделать правильный выбор. Я благодарю вас, господин председатель. В то же время представитель США Саманта Пауэр заявила, что сепаратисты на Донбассе не могли сбить самолет Boeing малайзийских авиалиний без помощи военных специалистов, возможно, российских. В связи с техническими сложностями зенитно-ракетного комплекса «Бук» невозможно, чтобы сепаратисты действовали без технических экспертов. Мы не исключаем участие российских экспертов, которые знали, как этой системой управлять. Резюмировала Пауэр лаконично и точно. Эту войну невозможно закончить без желания России. Россия должна прекратить эту войну. This war can be ended. Russia can end this war. Russia must end this war. Russia must end this war.